Этот ужин спасает меня чаще, чем любые сложные рецепты, и никогда не подводит. Картофель нарезаем ломтиками, не слишком тонко, чтобы он остался нежным внутри. Я люблю такие рецепты, они не требуют точности, все получается очень по-домашнему. Этот вариант, который удобно сохранить, и если вам нравятся такие обеды и ужины, обязательно сохраните рецепт, он правда выручает. Выкладываю половину картофеля ровным слоем на дно сковороды. Добавляю немного соли и черного перца. Картофель любит простые приправы, здесь этого более чем достаточно. Куриное филе разрезаю вдоль и затем нарезаю на кусочки. Такие блюда очень любят в моей семье. Дети едят без вопросов, а взрослые просто наслаждаются. Эти рецепты всегда приживаются, именно поэтому они так часто повторяются на нашей кухне. В другой сковороде растапливаю кусочек сливочного масла и добавляю немного оливкового. Так вкус получается более глубоким и сбалансированным, не жирный, а именно сливочный. Перекладываю курицу в сковородку. Огонь средний или чуть выше среднего. Добавляю паприку. Добавляю чесночный порошок. Еще немного соли и черного перца. Эти специи делают вкус теплым и домашним. Курица получается мягкой и ароматной, и специи не перебивают вкус курицы. Даю курице слегка подрумяниться, перемешиваю. И пока жарится курица, нарезаю лук. Готово. Отправляю лук к курице и слегка обжариваю. Если вы часто думаете, что приготовить после работы, подписывайтесь. Здесь много простых домашних рецептов. Чеснок раздавливаю ножом и мелко измельчаю. Кстати, такой ужин можно подать просто так, а можно добавить легкий салат. Если хочется свежести, салат отлично балансирует вкус. А если подать без всего, это все равно полноценный ужин. Чеснок мелко порубили, отправляю чеснок к курице и обжариваю около 30 секунд. Чтобы чеснок не горел, мы его с вами коротко обжарим. Курица готова, снимаю с огня и перекладываю курицу с луком сверху на картофель. Уже видно, каким уютным и вкусным будет этот ужин. Сверху выкладываю оставшийся картофель и по вкусу приправляем солью и черным молотым перцем. Ничего лишнего, все очень быстро и просто. Теперь разбиваю яйца в миску. 2 яйца. Вливаю сливки. Они делают блюдо мягким, очень комфортным по вкусу. И немного соли и перца, тоже по вкусу. Перемешиваю. Заливка готова. Взбивать не нужно, все нужно просто перемешать. Аккуратно заливаю все сливочной смесью. Она равномерно распределяется между слоями картофеля, курицы. Накрываю крышкой и отправляю в духовку примерно на 40 минут. Температура 180 градусов Цельсия, это 375 градусов по Фаренгейту. Пока все запекается, можно выдохнуть и спокойно заняться своими делами. Нарезаю помидор тонкими ломтиками.
Я часто готовлю такие блюда, к ним всегда хочется возвращаться. Если рецепт откликается, поделитесь им с тем, кто каждый день думает, что приготовить. Какой аромат! Достаю сковороду из духовки. Сверху посыпаю сыром. Чем больше сыра, тем вкуснее. Выкладываю помидоры. Вот так. Уже выглядит очень аппетитно. Чуть-чуть соли, если желаете, и отправляю под гриль еще на 5-10 минут. Нам нужна золотистая корочка и тянущийся сыр. Все, теперь ужин точно готов, можно подавать. Немного петрушки. Давайте скорее отрежем кусочек, я уже не могу дождаться. Только посмотрите, картофель мягкий, курица сочная. И все просто тает во рту. Отправьте это видео тому, кому сегодня нужен простой и вкусный ужин. Если рецепт был полезен, оставайтесь со мной. Дальше будет еще проще. И давайте проверим, кто досмотрел до этого момента. Напишите в комментариях. Ужин готов. Только посмотрите, такой сырный-сырный. Все просто тает во рту. Спасибо, что провели это время вместе со мной. Увидимся в следующем видео.